Завершил, наконец, ремонт квартиры. Занял весь ремонт 3 месяца жизни и стоил $9000. Много комментариев было, почему цены в долларах. Живу в Белоруссии, и тут цены в белорусских рублях, которые, думаю, будут еще более сложны для понимания, сколько это стоит. Поэтому указываю в привычной для всех белорусов валюте и снизу буду писать цены в российских рублях. В предыдущих роликах показывал все этапы ремонта, и оставалось докупить только мебель. Перед началом ремонта зашел в салон мебели оценить, сколько будет стоить кухня и шкафы. Цены были вполне приемлемыми, около $200 за метр кухни и 120 за шкафы. Пришел к ним снова уже заказывать, и оказывается, что эта цена была минимальная, без фурнитуры. Мне посчитали кухню. Цена в ущербном варианте $1200, а в хорошем $1650 за 2 метра кухни, а вместе со шкафами и столом на кухню $4800, и в подарок предложили сушку для посуды. Было стойкое ощущение обманулого. Сходил к другим кухонщикам, и там такие же цены. Изучил дома программу, в которой мне показывали эскиз кухни, и она казалась до безобразия простой. Называется Pro 100. В ней за вечер нарисовал шкафы и комнату, коридор, ванную и туалет. А кухню оставил на следующий день, так как понимал, что это сложно даже очень. На следующий день увидел в программе огромную библиотеку кухонь и собрал ее из элементов. Даже моделировать ничего не пришлось. В конце программа выдает все элементы, которые нужны для сборки. Их отправил в контору, которая пилит ДСП, чтобы рассчитали. Получилось $650. Докупил столешницу за $70 и фурнитуру по-богатому, с доводчиками, направляющими, шарикоподшипниковыми. Обошлось мне еще $40. Спустя 3 дня привезли такую гору ДСП весом в тонну. Поднимать ее было еще то удовольствие. Благо на помощь ко мне приехал мой приятель Ваня. Конечно, было ощущение, что не может быть так все просто. И где-то я просчитался. Ведь цена отличается в 8 раз по сравнению с тем, как мне посчитали в салоне. А говорили, что у них наценка 15% от материалов. В общем, все получилось. И вот как мы его собирали. Одному собирать такой шкаф очень сложно, а вдвоем за день справились. Так это было в ускоренном варианте. На второй шкаф в коридоре ушло около 3 часов. Сказался опыт сборки первого. До этого ничего подобного не делали. Ведь все говорят, что мебель из ДСП – это очень сложно, почти как квантовая физика. Ну и подошли к самому сложному изделию – кухня. Уверен, что кухонщики и мебельщики в комментариях напишут, что она развалится через месяц. Но поверьте, она идеальная. Чего не скажу о своей кухне, которую заказывал, и о чем сейчас очень сильно жалею. Собирать кухню оказалось легче, чем шкафы. Вы можете подумать, что собирал ее один Ваня. Это почти так и было. Я лишь временами помогал ему поддержать что-нибудь или подавал инструмент, но в основном был занят съемкой процесса. Сборка кухни заняла 1 день. Еще немного о ценах. Этот шкафчик и тумба под раковину для ванной увидел в магазине, и он стоил, как мне казалось, раньше недорого – $150. Но заказав его на распиле, он обошелся $70. То есть в любом случае заказ ДСП намного удешевляет ремонт. А ДСП мебели обычно это чуть ли не треть затрат на весь ремонт квартиры. И еще небольшая горка в коридоре с зеркалом. Обошлась $40. Собрали ее за 2 часа. Еще один был сюрприз с люстрами и светильниками. В магазине такое ощущение, что идет распродажа люстр со времен СССР. Дизайн как из детства.
Есть немного из новых коллекций, называется «Полет фантазии дизайнера». Пришлось порыться в каталоге у китайских друзей с AliExpress и заказать там все красивое в 2-3 раза дешевле. Если вам приглянулись они, то ссылки будут в описании к ролику. К этой люстре в комплекте шла настоящая лампочка накаливания Эдисона. Вечером смотрится очень эффектно. Теплый ламповый свет. Этот светильник меня покорил. Он светит ровной полосой по периметру, и можно изменять цвет. На кухне такой светильник вечером смотрится невероятно. В общем, выбором светильников доволен. Еще в дополнение приобрел такую охранную сигнализацию. Система безопасности ОКО Плюс включена. В ней есть сенсоры на открывание дверей, датчик объема, также датчик задымления и поворотная камера. Ей можно управлять по интернету, посмотреть, как дела в квартире. А если вдруг задымление или сработал любой датчик, то к вам придет уведомление на телефон и фотографию. Вместо телевизора решил установить проектор. Он, как мне кажется, наилучшим образом подходит для просмотра кино. Ширина картинки 2 метра. Смотрится фантастически круто. Смотреть можно с включенным светом, но гораздо лучше без него. Картинка вблизи вполне четкая и хорошо видны полутона. Нужно добавить, что такая картинка получается благодаря специальному полотну. Просто если пустить изображение на белую стену, такой картинки не будет. Полотно стоит недорого. Управлять проектором можно с телефона, он легко подключается по Wi-Fi. И в завершении ремонта хотел купить картины. У нас в Переходе художники продают свои картины. Ценник на них прямо как на кухне. Меня накрыло дежавю. Моя жадность не позволила купить там картину, но пришла идея замотивировать свою девушку стать художником. Она посмотрела несколько роликов, съездили в художественный магазин и купили все необходимое на $25 для создания шедевра. Застелили пол, чтобы в случае пролития краски не пришлось мыть пол. Подготовили краски, добавили в них разбавитель. И разлили краски в 3 стаканчика, у которых было срезано дно. Получилась такая мазня, и было ощущение, что нужно будет идти сдаваться и покупать у художников их шедевры. Но случилось чудо, они стали расползаться, и из этих непонятных яичниц стала вырисовываться картина. Результатом, честно, поражен. Весь процесс занял от силы 20 минут. И себестоимость $25. В общем, если вам нужна красивая картина дома, вам не обязательно быть художником. Вы можете сделать ее сами и будете гордиться собой, чем покупать вот такую и оправдываться, что это взгляд художника. А это она уже вошла во вкус рисования и сделала на кухне небольшую картину. Благодарю за просмотр.